Руки равнять хорошо на... Видишь как там? Ага. А такой пешней так не сделаешь. Вон УАЗик идет, аж лед трещит. Вот чем хорошо такая пешня ровненько делает. У дяди Толи заметил, вот несколько пешней есть. Попросил его рассказать, потому что пешня на рыбалке, на зимней инструмент просто необходимый, жизненно. Без нее порой никак. Я смотрю, разные формы у него. И спросил, какая пешня у него, для чего и как работает. Может, кому-то в выборе поможет, может, кто-то сам сделает. Вот. Самое продуктивное это вот эта вот пешня. Значит, берется кусок рессора шириной 6 сантиметров. Рессора. Длиной 28. 6, так 28. Выпиливается, как ласточкин хвост. Под углом где-то, ну я не знаю сколько градусов. 45 здесь. Больше. Больше, да? Надо, чтобы было, чтобы это острое было. Блин, угломера нет. Вот, вытачивается. И концы должны быть не острые, а 6 миллиметров. Если они будут острые, она не будет резать так, как нужно. И вот это так, а вот это вот так, тоже наискос. С этой стороны должно быть все гладко. Все. Иначе она не будет в сторону лезть. А когда... Сейчас я вижу, она уже не нужна. Вот. Когда разрабатываются лунки, это в основном на определенных лунки, то нужно пешной работать вот этой гладкой стороной ко льду, к основному, а это на скол. И получается стенка вот ровненькая, вот, ровненькая. Трехгранной пешней такое никогда не сделаешь. Да, там не И сделаешь. сеть будет цепляться за эти заусенцы, которые трехгранная пешня наделает. Вот она. Просто. Ну, ей вообще здорово работать. Мы еще снимем, как она колет, да, лед. Ей же можно что-то колоть, лунку там выколоть, ей же можно? Можно. Я глубокие лунки когда делаю, я вот этой вот выдавливаю. Ей удобней? Это удобнее. Она хорошо режет и скалывает. Ага, то есть она трехгранная лучше. Лучше. А трехгранная лезет и не скалывает так, как труба. На сколько тут? На 30, наверное. Да нет, на полста. Не, на 40. А, ну да, ты же ее тут на конце на 40. расплющил потом, да? Вот здесь расплющил ее, да? Трубу я разрезаю. Так. Кольцо нужно обязательно. Чтобы не разбивалась, не Чтобы она расхлябывалась. не разбивала. Загнал палку, потом одел кольцо и приварил его. Все, она уже, это не будет никуда вылазить. А тут на 40 сантиметров запиливается, 40 миллиметров, приваривается с обоих сторон, потом кувалдой Расплющивается труба. расплющивается, чтобы было полого. И тоже сварка прихватить. Все, 2 часа делов и пешня. Угу. Ну, 3 часа пускай. Если опыта нету, ну 3 часа. Ну, будет. это я, наверное, буду 3 часа делать как раз. Так, рессора, обычно ровной рессоры нет. Значит, этот кусок нужно на наковальне кувалдой Выправить. выправить, чтобы он был
ровненький, а не изогнутый. Или нагреть и выправить, да? Или греть не надо? Да греть зачем? Ну, можно и нагреть, только коня сгреть не надо. Ну, чтобы не отпустила ее. Да, то отпустишь, Ага. будет тупиться. Ну, Я понятно. так ничего не грел. Да, ну, У меня значит, наковальня ну, огромная. у меня тоже есть наковальня. Я. У тебя такой наковальня. Почему? Как у тебя, у меня такая же. Есть? На 100 килограмм. И хорошей кувалдой выровняется любая рессора. Будет ровная. Ну и ручку. Вот. Обязательно веревочку. Чтобы не утопить ее. Да, чтобы не утопить. Да. А если нечаянно утопишь, веревочка потом можно крючком зацепить. А вот у тебя еще 2 пешни, ты для чего их используешь? Так, Трехгранка у тебя я видел. трехгранная, блядь. И еще длинная. И длинная, это когда ее долбишь метр с лишним глубину. Ага. Вот длинной пешней туда. То у тебя тоже трехгранная? Нет, там, ну, можно показать. Ну, пойдем посмотрим. Это уже можно. Это я утащу на это, Пойдем туда. ко льду. Вот эта пешня трехгранная. Трехгранная. Ну, ей что-то, она годится только, если нужно круглую дырку пробить, вот тогда ею долбить. Круглую. Ну, края получаются корявые, да? Да, корявая. Сетки после нее нельзя ставить. А вот это вот, точно такая же самая, но уже тяжелая, толстая рессора. Вот. Это когда лед толстый, это уже как ударишь, то она Сразу идет. сразу идет. Но пока я пользуюсь вот этой. А потом попозже. То есть, если пешню делать, то заморачиваться вот, с трех... видите, какая длинная ручка. Ну да, Это когда надо весной пробить почти 1,5 метра лед. да, такой Вот лед. этой пищей только можно. Чтобы она длинная, и там она рубит капитально. Она тяжелая. И как жахнет. Вот. То есть, дядь Толя, а такой вопрос тогда. Если надумать пешню себе делать, то не стоит заморачиваться, да, с трехгранными, четырехгранными. Сразу такую делать? Конечно. Вот самая пищня, я считаю. Которая и рубит как надо, да? Да. Понял, я этими трехгранными не пользуюсь. Вот, а в я машине для всякой пакости. все время тут трехгранные рубил. Нет, Вот теперь буду такую делать. нет. Я еще пользуюсь пилой, а потом уже Те- обрабатываю вот этой вот края ровненькие, сеть не цепляется ни за что. А трехгранно ты никогда так не вскроешь лунку. Ну и рубит она лучше трехгранной. Конечно, лучше рулить. Вот так вот. А я трехгранкой все время. 3 десятка лет, даже больше. О, вид какой, сказка. Рыбач не хочу. Я говорю, у тебя вот прям за калиткой, дядь Толя, рыбач не хочу. Вот так вот. Рядом рыбалка. Летом я вот так вот выхожу со спиннингом утречком. 1-2 щуки, как-то таймишонка поймал. Вот сколько, 60 метров. Да, и все. 60 метров, и вон, глядите, какие родные просторы. О, Прямо возле дома. Никуда ездить не надо. вот оно, рыбацкое счастье, ребята. Да. Вот оно. А вот в этой березовой роще у Лукиткан похоронен. Да. Вот так вот, надо Рядом сходить. грибы собирает. Прямо вот. Да, Выйдет с ограды. Березняки. Собирает грибы. надо сходить, пока светло, там чага на березе висела. Заснять ее. Вот тут вот рядом совсем. Ну, сходи, пока сетку не будем ставить. А или завтра. А завтра сходим. Завтра. Ну вот, пока на сегодня Да. все. Дело вот
Лопата вон стоит. Не успел. Вот, откалывается так. Плоской частью ко льду, да? Да, плоский ко льду. Вот. Получается ровненькая стенка. Вот. Программу пешной так не сделаешь. Она будет дырки делать. А этот отсекает. О, все. Все, стенки ровные. Ага, ну вот теперь понятно. ровненькая. О, Где там наросло до льда, ты все убрал. да, все,